Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале GvardUA, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». И сегодня подписчик под псевдонимом Топ Не Один. Он написал, что эта каточка будет максимально скилловая, покажет ее на 150%, поэтому что? Давайте смотреть. Давайте смотреть, что же будет происходить в этой каточке. Какая внешка на гримтаче красивая, да? На самом деле внешка хорошая. Ладно, все, у меня фляга течет от этой игры. Просто понимаете, Ну, вы этот ролик, соответственно, о, Топ Не Один, здорово. Привет! Будем обозревать его каточку сейчас, поэтому, укупник, привет тебе. Так вот, я выпустил дневной ролик с полуорками, все как просили, под заказ, поэтому можете посмотреть данную каточку, и вы обязаны посмотреть эту каточку. Обязательно. И я хочу, что вам сказать. Если вы хотите, соответственно, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я подробно все описываю, что нужно сделать для того, чтобы я прокомментировал вашу каточку. И я хочу напомнить, что раз вы уже перешли в мой телеграм-канал, на него нужно подписаться. Там я пишу, когда стримы, по обновлениям этой игры. И, соответственно, у меня там есть чат комьюнити, это самый главный такой момент. И немножко все-таки своего личного блога. Но что-то я смотрю, Топ Не Один хороший такой старт, добротный, убийцы ему сыпятся как никто другие. Вот. Нормально ему так убийцы сыпятся, если честно. Давай еще в 3 звезды его сейчас собери на следующем раунде, чтобы было вообще четко. Так вот, подписались на мой телеграм-канал, и я там веду сейчас опрос. Опрос, какой будет в субботу стрим в 6 часов вечера. По авточес, либо по Teamfight Tactics. И, соответственно, если это будет по авточес, то, соответственно, какой это будет, соответственно, стрим. Либо это будет лобби с подписчиками, либо это будет соло-ран. Поэтому опрос в моем телеграм-канале, переходите, отвечаете, чтобы я конкретно знал, что там будет. Кстати, он, если что, может сейчас выйти в 20 монет, потому что загубленного убийцу он монетку получил. Может продать цемку, продать тролля жреца и выйти в 20 монет. Хорошую экономику. Надо будет посмотреть сейчас от текущего раунда. По сути, если он затащит раунд, ему надо только продать будет жреца. Тролля жреца, и будет все четко. И, кстати, не забудь прямо сейчас тыкнуть лайк под этим роликом и написать комментарий от 3 слов, чтобы ролик продвинулся в тренды рекомендации. Все, погнал. А мы, соответственно, ребят, усаживаемся все поудобнее и будем наслаждаться этой карточкой. Посмотрим, что здесь будет такого интересного происходить. Всем приятного просмотра. Приятного аппетита, приятных снов и, соответственно, хорошего, прекрасного вам вечера. Продавай, продавай! Продавай! Красава! Ну, цемку зря, наверное, продал. Ну, пойдет. Зацепил ее, знаете. Зацепил массовой атакой, поэтому продал и цемку еще сверху. Хотя достаточно было продать всего лишь тролля жреца. Ну, ничего, бывает. Да, Топ Не Один? О как. Решил жрицу поставить. Хорош. Хорош. Кстати, если что, то обновляю информацию по двойному контенту. Оп, ёп, по двойному контенту. По двойному режиму. О, Тинкер 2 звезды, понимаю. Хорош, хорош. Скилл. Сразу же видно, скилл детектит со старта. По двойному режиму мы с Топ Не Один сейчас качаем ранг. Как только короля 1 достигнем, я думаю, это в течение недели будет. Как только достигаем короля 1, то, соответственно, будем уже записывать парный контент. Я думаю, вам очень он понравится. По крайней мере, двойной режим отличается, во-первых, билдами. Ну, ладно, билдами не особо отличается, это я уже загнал, потому что там имба осталась какой и была, то есть антимаг там рвет 7-5 точку. Инсектоиды мы не пробовали еще, точнее мы пробовали, но получилась какая-то сумбурная сумбурность. Ну, это уже такое. Так вот, по двойному режиму. Король 1 апнем и, соответственно, будем записывать парный контент. Вот, все. Это, если что, не черно-оранжевый YouTube будет, ни в коем случае, нет. Не-не-не-не. Я понял, какие у тебя там мысли, поэтому это не будет черно-оранжевый YouTube. Понял? Ладно, у меня что-то просто хорошее настроение, понимаете? Я просто ролик в 12 часов выпустил, вы сами посмотрите, почему у меня такое хорошее настроение. Ну, ладно, я не буду спойлерить, просто насладитесь этой каточкой. Хочу напомнить, вдруг кто не знает, ну по-любому есть такие люди, то у меня ролик выходит 2 раза в день. Один в 12 часов, один в 6 часов вечера. Поэтому не пропускайте контент, наслаждайтесь. Контент прекрасный. Нормально так тащит сейчас раунды. Я уже жду, когда к нему сейчас Тинкер в 2 звезды придет и 3 ракетки ему напихает на все лицо. Жду. А еще этот Тинкер придет ему с бафом гоблином. Ну, это чтоб он не расслаблялся.
А ему из усиления придет вот такое. Ви-ви-ви-ви-ви. На самом деле у него для Тинкера хорошие предметы. Тинкер сидит с пандой. Почему-то он взял 5 уровень, но никого не ставит. А почему? Почему у него 4 фигуры? Не хочешь кого-то поставить, молодой? А, вот поставил. Виверну в 2 звезды поставил. Хорош. Лев, тигр. Так, Хусик 2 звезды. Ой, Хусик пришел. В 2 звезды. Это уже триггер, понимаете? Триггер. У меня просто... Ладно, не буду говорить. Хотя ладно, скажу. От предыдущей катки у меня от Хусика триггер немного. Такой небольшой спойлер. Затриггерил меня Хусик. Ну и в этой катке он его тоже затриггерил. Из хороших новостей у него отличный инкам. Пандочка пришла. Хорош, хорош. Кстати, вспомнил, что он написал еще по поводу этой катки. Эта катка будет с лютой имбой. Интересно, интересно. Что же здесь будет за лютая имба? Кстати, эта каточка, если что, у меня с 17 числа лежит. Вот, чтобы вы понимали, насколько, типа, мне контента накидали сейчас, что до этой каточки я добрался аж... А какое сегодня число? А какое сегодня число? 27-е? Да, 27-е, по-моему. Короче, не помню. Короче, 27 число, по-моему, сегодня. А, кстати, Тинкер без бафа гоблинов пришел. Но, в любом случае, ракетки полетели. Если бы гоблин убийц... О! Понимаю. Пинг. Что-то хотел сказать, из головы вылетело. Это получается 10 дней я катку его не комментировал. То есть 10 дней у меня ролик лежал. Окей, кстати, Лина, по-моему, если не ошибаюсь, в предыдущем раунде у него была. Он ее не купил. Соответственно, баф людей пролюбил. Вот такая вот рифма получилась. Чел 4 бога там поставил. Интересненько, интересненько. А, просто жрецов поставил. И 4 богов. Значит, у него что-то будет с богами. Либо же это будут боги-орки, либо же это будут боги-жрецы. Одно из двух уж точно. Вот, ребят, если я какую-то чью-то каточку еще не прокомментировал, очередь дойдет. Не переживайте. Просто мне нужно эти ролики чередовать из-за того, что слишком много их скопилось. В моменте их мне накидали тонну. Поэтому я стараюсь новенькие ролики сразу озвучивать. То есть вот эти, которые свежие, последние пускают. Но чтобы не дублировать, скажем так, участников. Но эту каточку я решил прокомментировать, потому что она лежит аж 17 числа. Вот так вот. Опа, опа, опа. А что это значит? Это, конечно, не антимаг. Но Monkey King тоже хорошо. А что, тут реликвия Маморы есть, нету? Есть реликвия Маморы или нету? А ну-ка, признавайся. Покажи реликвии. Покажи нам всем реликвии свои. Ну, чел хорошо там скиллует. 42 монетки. Хорошее усиление двухзвездочное. Ну, благо это пока что не антимаг. Но это пока что. Покажи реликвии. Покажи свои реликвии. Так, мне нужна твоя одежда. Фраза из Терминатора. Только в данном случае мне нужны твои реликвии. Мне нужны твои реликвии. Ну, а палочку. Ваншот прилетел. Правда, на новую хп, но лучше поздно, чем никогда, правильно? Ой, как хорошо ракетки дамажут. Не могу нарадоваться, насколько жестко. Все ясно. Все. Я понял. Давай, 2 из 9 сейчас. Next round, 2 из 9. Чекайте. Кто тут Ванга? Еще и баф людей. Да, все. Так, смотрите. Вангуем. Таролог Александр в действии. Экстрасенсолог Александр в действии. Что там еще? Астролог Александр в действии. На 20-м раунде, максимум на 21-м раунде у него будет Monkey King в 3 звезды. А какой билд он будет делать? Скорее всего, это будет билд через... через кунг-фу и зверей. Смотрите, все, я заванговал сейчас.
Вот и проверим, насколько мои экстрасенсорные способности правдивы. Правильно? Если что, то принимаю заявки на гадание. Гадаю на кофейной гуще. Марси ему уже пришла. Бери Марси. Бери, 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 бери. Я разрешаю. Бери. Бери. Бери, бери, бери. Бери Марси. Я не понял, ты что Марси не взял? Ты меня сейчас обижаешь, ты меня подставляешь, ты должен взять Марси. 3 из 9, Манки Кинг. Кстати, у тебя там один предмет, по-моему, лишний валяется. Цепочка. Получается, ошибочка. Обнаружили ошибку. 2 раунда этот молодой человек не закинул какой-либо предмет, куда-то этот предмет. Какой-либо, куда-то. Ой, Резак сейчас достал. Ай-яй-яй, если бы Резак сейчас бы не достал по Хускару, то Хускар бы его задушил. Хотя есть еще все шансы выиграть. Сейчас Лагуна... О! Еще один пассажирчик. А что ты не взял Марс? Я не понял. Я жду объяснения в комментарии, почему ты Марси не взял. Ты меня обижаешь, ты понимаешь? Я Марси обожаю. Я обожаю Марси. Почему ты не взял Марси? Это неуважение ко мне. 4 из 9. Не скажи, что ты Манки Кинга соберешь на 18 раунде в 3 звезды. Если ты соберешь его в 3 звезды на 18 раунде, то я, естественно, ничего не сделаю. Это звучало, знаете, изначально как угроза. Но МК, кстати, продал, поэтому... Ну ладно. Ой, сейчас Фурион нас памят. Не успел. 2 мана не успел. Как же тебе хорошо этот орк-жрец идет. Может, ты на жрецах поиграешь? На самом деле, я бы на твоем месте бы не ставил этого шамана лавы. Я бы поставил на твоем месте бы еще одного орка-жреца. Все-таки это сумоны. Сумоны будут получше, чем этот шаман лавы. 5 из 9. Если ты на 18 раунде сделаешь его в 3 звезды, то напиши, пожалуйста, кому ты душу продал. Дай номер телефона. Может, все-таки вместо шамана лавы поставить еще одного орка-жреца, это все-таки плюс 1 юнит. Как-никак будет намного лучше, чем 150 хп. Плюс всем. Ну, не знаю, я как-то более верю в орка-жреца. Все-таки он может наспамить, насумонить фигуры. Насумонить полезные фигуры будет хорошо. Ну, естественно, хозяин-барин. На, просто. Как же Лина у него божит. Уже несколько лагун кинула как надо. Давай сейчас еще в гоблина. В гоблина, давай, в бабку, в бабку. Давай. Не, у него какая-то жесткая слишком Лина. Она как-то слишком хорошо пускает свою лагуну. Слишком хорошо. Я сейчас не могу понять. Это не кунг-фу. Все, застопорился Манки Кинг, это хорошо. Ставлю лайк. Уже хотя бы будет не на 18 раунде Манки Кинг 3 звезды. Ну, хотя бы добротно. Я почему говорю, что не могу понять, какой это будет билд? Все просто. У него Манки Кинг сейчас сидит в гнезде. Он продал панду, не купил Марси. А что он будет собирать тогда? Под какой билд он хочет собрать Манки Кинга? Под зверей, судя по всему? Или под что? Или под темное, нефильтрованное? Да, по предметам у него, конечно, какая-то лажа.
Ля ты какой лютый. Колечко. Интересное решение. А чё колечко? Ну да, на самом деле, типа, это колечко лютое. 120 урона как бы блочит. Очень хорошее колечко. Почти на всех стадиях игры это кольцо отличное. О, 6 богов. Ну, кстати, эти пеньки пробивать его не будут. Его сейчас, по сути, только может магия пробить люто. А все остальные его не будут пробивать. Бог-жрец собирается, понятно. Чего и стоило ожидать. Ну, это просто, понимаете, я экстрасенс. У меня корни такие. Астрологические. Ну, знаю все созвездия и тому подобное, что будет происходить. Не, на самом деле, типа, это было немного очевидно, то, что здесь будет бог-жрец. Ну, все-таки я думаю, что взять кольцо 4-го тира, это было, ну, такое решение, спонтанное. I've one husband, 2 kids, and plenty of hammers. Чё-то я пока что дупля не отбиваю, кого он хочет собрать. Маги, кстати. Вот это вот плохо. И бабка там 2 звезды собралась. Но этих он может даже не рассматривать. Эти ребята его тупо дамажить не будут. Типа там хоть триллион пеньков будет, вообще плевать на них. Вон, смотрите, как собака живет. Сейчас Марс его будет пробивать своим щитом. Его сейчас, по сути, реально только будут навыки пробивать. Все остальные его пробивать не будут. Не, ну, на самом деле, типа, кольцо 120 урона дефает. Плюс хп-реген есть. Плюс агр. Агрит на себя всех. В принципе, это нормальная тема. Но, может, стоило просто... А, ну вот, смотрите. Хускар ему ничего не доможет, кстати. А что, стрелы тоже считаются? Или он просто не успел настакать стрелы? А ну-ка, если что, поправьте меня в комментариях. Но, насколько я знаю, то этот предмет выйдет только урон стычек. То есть, вас бьют обычной тычкой, он, соответственно, и выйдет этот урон. И все. Копа, кстати, сюда. Сюда эту прикормку. Если что-то, поправьте меня в комментариях. Но, по-моему, оно так и есть. Успел кольцо перекинуть, хорош. Кусик намного надежнее будет. У него плюс свой хп-реген есть, плюс он стрелы настакает. Не, ну, по-моему, в действительности кольцо не может эвейдить урон со способности. Оно эвейдит только урон стычки. Если что-то, поправьте меня в комментариях. Но, по-моему, оно так и есть. Хан раскрыт, окей. Собака в 2 звезды. Шаман лавы, хорош. Вот это вот, я понимаю, усиление за пару раундов. Отличное усиление. Внешка на Хускара обалденная. Мне очень нравится эта внешка на Хускара. Тоже хочу ее себе. Когда-нибудь я ее получу. Когда закончу играть. Так, ну уже 19 раунд. Манки Кинга у него нету пока что. Дух 5 уже кто-то нашел. Интересненько. Я вообще ну, сижу в таких непонятках и не понимаю реально, какой он билд хочет собрать. Момент истины, 20 раунд. Манки Кинг 3 звезды, давай. По щелчку пальцев. А, вот теперь все стало на свои места. Это будут гритеры. А. 7 из 9, ладно. Ладно. 7 из 9, это пока что законно все.
Пока что все нормально, но интересненько, что он гритеров собирает. Маг-дракон для него будет проблема, но... А, Зевс, понял. Уже Зевс есть. Маг-дракон для него будет проблема, но до поры до времени. У него все-таки есть небольшое поглощение магического урона в виде этого плаща-пальто. 30% магического сопротивления лишними ему не будет. Плюс у него сейчас Хускара есть, поэтому 100% будет все окей. Проблем точно быть не должно. Я думаю, он сейчас пожалел о том, что не взял яйца. Уверен в этом. Воины собрал. Надо орка-жреца убирать. И воинов надо убирать. Собаку надо убирать. И орка-жреца. Поставь пока что, наверное, лучше все-таки шамана лавы. Вместо орка-жреца. Не хочешь? Не хочешь все-таки шамана лавы поставить вместо орка-жреца? Как по мне, орк-жрец будет намного слабее сейчас шамана лавы. А, понял, ладно. SF. Инвестиция в лучшее будущее. Инча в 2 звезды на продажу. Не, ну в принципе, на самом деле, как я вижу этого орка-жреца. Во-первых, умрет Квапа, орк-жрец присумонит, соответственно, Квапу. Импакт? Импакт. Ой, какой ты спамер на Рубике, успокойся, дорогой. Хватит. — 4300 урона. Собака нанесла. Прикиньте, 5к урона нанесла собака. Обалдеть. Чего-чего, но этого я точно не ожидал. О, там тролль. Тролль-берсерк есть, это отлично. А вот теперь орк-жрец звезды, отлично. О, антимаг. Я так понял, тут вся имба будет в катке, да? Ты еще и антимага собери в 3 звезды для полного комфорта. Для полного счастья. Кстати, когда раунд проиграет, если он проиграет, естественно, еще раунд, то он может заюзать это манго. Получит манго. 7 из 9, Манки Кинг. Давай матрешку туда-сюда. Поперекидывай Манки Кинга туда-сюда. Он задолбался на одном месте валяться. Джаггернот. Антимаг сдох, антимаг 2 звезды присумонился. Понимаю. О, импакт. Давай еще раз антимага. Хорош. Вот это я понимаю имбулька на орке-жреце. Вот это я понимаю красота. О, вот это усиление. Надо собаку продавать. Надо. Надо собачкой. Надо собачки лишаться. Давай, вместо собаки ставь. Трентуху вместо собаки. Быстрее, быстрее. Хорош. Все, собака пусть погуляет. О, как Дума закерил. Ну... Не знаю, на самом деле сомнительное решение за Керри Дума. Хотя... Раз в 10 секунд будет накидывать Дум, соответственно, будет минус хп-реген давать. Пойдет, короче. О, еще один плащ-пальто. Это уже будет не плащ-пальто, это уже будет кто? Это будет у нас... Зачем? Не надо было юзать это манго.
Как называть это плащ-пальто? Плащ-пальто это первого тира у нас предмет. А как второго тира называть плащ-пальто? О, как. Танита там вообще что-то необычное собрал. 6 богов раз, 6 богов 2. Вот это вот Санечка показал 6 богов, и все, погнали. Погнали спамить 6 богов. Зевс в 2 звезды. Правда, предметы гениальные на нем. Дизраптор в 2 звезды. Под 6 богами. Понимаю, понимаю, ребятки. Ну, зря я показал 6 богов, судя по всему. Ой-ой-ой. Вот это я понимаю ваншот от Марси. Ну ничего, ничего. Сейчас МК в 3 звезды придет и разберемся. А, ну, кстати, походу, судя по всему, не зря он манго заюзал. Ему сейчас манго прилетела. Ну вот укупник с дизраптором в 2 звезды. Хорош. Ему посох третьего тира и агониме, все, он будет наваливать движа. Но в первую очередь, я думаю, все-таки надо найти посох третьего тира, чтобы урон был. А потом можно будет уже и агоним искать. Все остальное посредственно. Ему бы с этих мобов сейчас бы получить... Этот, как его там? Бусы. Бусы. Кристалл тоже отличная тема. У нее сейчас будет очень много скорости атаки. Под Манки Кинга самое то. Давай, в 3 звезды. Ах ты ж падло. Ну ладно, ранее им бы не будет. Но у него и так отличный старт. У него 69 хп. 9 уровень. Он играет на гритерах. Звучит как этот. Как общество какое-то, знаете, вот этих. Кунка. Кунка нельзя, кунку нельзя. Как это общество называется? Забыл. Цемочка. Ну, в принципе, можно. Может, предметы в дома закинуть уже пора. М? 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 Хотя 17 секунд. Я думаю, не забудет за предметы. Вряд ли забудет. Ой, дизраптор у него сейчас с драконьим рогом и с посохом третьего тира и под 6 богами. Это будет сейчас люто. Если он еще найдет агоним, боже. Там реально только бог поможет. Кстати, предметы забыл закинуть. Ладно. Ничего страшного. Бывает. Хотя на самом деле из-за того, что он сейчас не закинул предметы, походу он и проиграл. Ой, ёп. Как он нас спамил. Антимаг нужен. Давай, Манки Кинг, ну пора, время, деньги. Ах ты ж какая ты неблагодарное создание. Антимаг, давай. Хотя бы ты приди. Спасибо. Дух пятерка еще пришел. На сдачу. Антимага апай, предмет ему давай. Все. Имбулька есть. С антимагом сейчас разговор будет короткий. Антимаг сейчас расскажет им, почем помидоры на рынке. А вот, кстати, и укупник. Но антимага он сейчас не заберет. Во-первых, там и Дум прилетел. Ой, прости, укупник. Хотя нет, подожди, он его не вынес. Хорошо, что Дум закинулся сразу в этого дизраптора. Мог, ну, на самом деле, типа, я удивлен, что Дум закинулся в дизраптора. Обычно происходит совершенно иначе. Обычно Дум не кидается в дизраптора сразу. Кидается во всех кого угодно, кроме Дума. Ах ты ж какая, ну, мерзость. Какая же ты мерзость. Прикиньте. С 10-го раунда молодой стоит при обузе. 18 раундов уже прошло, но можно считать 19.
Вот синергия кунг-фу, конечно, может поплаву устроить. Еще и с бессмертием. Ух ты, там еще и тролль пятерка. Сильно. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, укупник может эту катку затащить. Это первое. Боже, какую... Ну, вот у чела Зевс в 2 звезды, и какую он дрянь собирает, прикиньте. Аж слезы на глазах наворачиваются от того, что я вижу. Такую дичь собирать, бог ты мой. Да, вот что означает, что чел не знает, как работают маги, походу. Иного объяснения я не могу придумать. Ну, минус броня хороший предмет, кстати. Укупник, кстати, там сбил винстрик молодому. Это радует. Итак, танец с бубном произошел. Манки Кинга вокруг поводил, вокруг Маморы. Ну, сейчас следующий раунд. Мамора придет тебе в 3 звезды. Проверяй. Я там согласовал с высшим руководством, поэтому сейчас Мамора на следующем раунде тебе приходит 3 звезды. На самом деле это угарно. У него в пуле попался Манки Кинг, а по итогу Мамора не апает в 3 звезды Манки Кинга. У этого паренька интересный билд. Немножко магов, немножко шаманов, немножко горна. Всего по чуть-чуть. Удивительно, как он вообще дожил до такого раунда. Не, ну укупник там разогнался. Давай ты еще и агоним найдешь. Хотя на самом деле ему даже не агоним нужен. Хотя ему и агоним нужен, и ему и мифриловый доспех нужен укупнику. Вот это вот я разочек показал. Ну как разочек? Я несколько видосов уже показал, как там работают 6 богов. И все. Тренд запущен. Ладно. Манки Кинг не пришел, окей. Хорошо ему, кстати, наспамились эти. Как их там? Ой-ой-ой, хорош, там уже 20 стаков на посохе. Но вот этого Сайджейна он может вообще не опасаться. Ему надо укупника опасаться. Укупник лютый там. Но на самом деле, если еще один раз так Дум закинется в укупника, то там все, там похороны будут. У него 3 хп. Дизраптор лютый. Но, чтобы быть намного увереннее, ему нужен мифриловый доспех. И агоним. Агоним нужен для большей площади покрытия, соответственно. Ну и, соответственно, чтобы урон был повыше. Чисто для этого нужен. Мастерская бума. Хорош. Давай, бери. МК не думает идти. Вообще не думает идти. О как. О как. Бессмертие взял. На мгновение мне показалось, что он сейчас возьмет и продаст эту Мамору. Чё-то мне так показалось. Краем глаза показалось. Ну ладно, это хотя бы нелегкая катка. Довольно-таки серьезно. Ну, Танита какой-то бред собрал, честно. Всего по чуть-чуть. Чуть-чуть кунг-фу, чуть-чуть шаманов, чуть-чуть оргов, чуть-чуть магов, чуть-чуть горна, чуть-чуть панд. Ух ты. Кунка? Да не-не-не-не! Нет, ты сделаешь ошибку. Ты сделаешь ошибку, не делай кунку керри сейчас, не сейчас. У тебя ж нет агонима, ну что ты подаришь игру? Сейчас укупник отлетит, походу. Ух, укупник там вынес. Еще и посох 3-го тира выбил. Но сейчас Манки Кинг придет в 3 звезды, проверяйте. Вот сейчас. Смотрите, сейчас придет. Ну им уже упал посох 3-го тира. Упал. Вот поэтому пришел Манки Кинг в 3 звезды. Ну все. Ну все. А посох 3-го тира можешь
О, да. Я что-то немножечко чуть челюсть не потерял. Я думал, ты реально бессмертие оставишь антимагу. Но укупник сейчас делает глупую ошибку. Керить. А, это еще и старый патч с Манки Кингом. Ну, ролик-то с 17 числа. Естественно. Ой-ой-ой-ой-ой. Жаль. Жаль, укупник. Жаль. Ну, тут просто понимаешь, топ не один решил имбу выкатить. Чтоб никто не расслаблялся. Вот оно то и вышло. Ну все, он здесь всех рвет. Тут все остальные какие-то вообще непонятные сборки. У этого чела вообще вот этот... Что он там собрал? Ты уверен, что тебе надо это кунг-фу? Ты можешь спокойно без кунг-фу чилить. Traceless as wind, fast as gale. This is my stage. Let's take a break and have fun by the pool. Да я думаю, тебе нет смысла даже кунг-фу ставить пока что. Я думаю, ты и с гритерами справишься. Вечный стан, все дела. Тролль пятерка, на станчик. И еще тебе станчик. Ну еще сейчас тебе станчик прилетит. Да не. Да, оставайся в гритерах. Нет смысла. Купил, продал. Да бери антимага. Пусть будет. На сдачу. О, ну вот квапа для красоты это то, что доктор прописал. Еще и антимаг. И еще один апгрейд пришел. Но это сейчас конечный раунд будет. Сейчас ему минус 16 пропишет и все, и до свидания. Да пусть будет после третьего тира. Ладно. Ну, это еще имба. В этом патче еще Манки Кинг сильный. У него только тычка ближнего боя. Пу-пу-пу. Неимбовый Манки Кинг. Один хп оставил. А? Забавно. Я думал, что это сейчас будет конечное, а один хп оставил. Ну там, не знаю, короче. Как по мне, Нита там собрал вроде бы как бы интересный билд, в плане того, что у него всего по чуть-чуть, но какой... Это, ну, это какая-то дичка. Кратко. Но главное, это работает. В топ-2 зашел. Зашел. Сейчас бы тебе еще и перчатку 4-го тира на чистый урон. Да, вообще была бы песня. Тс. Понимаю. БКБ. А зачем? Это так, чтобы унизить по максимуму, да, его? Пустыть. Там у него нет столько дамага. Ну, типа, если бы он поставил себе 6 магов, тогда да, там было бы столько дамага. Так ты его можешь вообще не опасаться. Да, забей. Он закидывает все предметы. Интересно, интересно. Интересное решение. Кунг-фу хочешь поставить? А вот, кстати, 6 магов ставят. Значит, БКБ оправданное. Но 6 магов он уже не поставит. Да, и дух пятерка вообще не вписывается никуда. А он и 6 магов не успел поставить. Денег не хватило. И либо не наролил. Одно из двух. Ну, что ж, бывает.
Бывает в жизни огорчение. Бывает. Хорошая катка. Очень хорошая катка. Манки Кинг есть Манки Кинг. Кратко. По предметам, на самом деле, ну тут дальше, в принципе, можно не смотреть. По предметам. Немного ему, конечно, не фартануло. Могло быть получше у него по предметам, но, в принципе, сойдет. Классная каточка. Я думал, на самом деле, что Манки Кинг придет ранее в 3 звезды, но по итогу он оказался поздний, и по итогу еще и на гритерах сыграл. Вообще шикардос. Но это катка на самом деле такая. Типа его могли вынести, но все были какие-то слабенькие. Вот, ну, добавить мне даже просто нечего больше. Могли вынести, могли. Но не смогли. Вот так вот. Вот так вот. У Данита какой-то реально сумбурный билд. Если бы он, допустим, наверное, каких-то чистокровных магов собирал, я думаю, он бы смог бы вынести. Хотя не факт. Ну, короче, у тех ребят шансы были, пока он Манки Кинга в 3 звезды искал, снизить ему там хп и тому подобное, но не получилось. Не получилось, не фартануло. Ладно. Добавить по катке мне в действительности нечего, поэтому что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Не забываем поддержать этот ролик лайком. А если вам нечего добавить, соответственно, по поводу этой катки, то комментарий от 3 слов милости прошу, чтобы ролик продвинулся в тренде рекомендации. Также, кто на меня не подписан, обязательно подписываемся. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!